Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня вторник, 25 октября. Отличная погода, по крайней мере, солнышко. Небо, как видите, такое голубое, чистое. А сейчас 10:58. Вообще для меня это рановато, но я вчера, по счастью, и легла в 12. Меня даже где-то в сон клонило раньше, но в предыдущем влоге я рассказывала в самом конце, что у нас тут приключилось. Вот, поэтому легла в 12, заснула, в общем-то, довольно быстро. Но у меня по осени бывают проблемы с суставами, поэтому, да, я потом вставала, пила ибупрофен. В общем-то, помогло, но сейчас, когда уже собиралась вставать, я думала, я могла еще полежать, но мне так крутило ноги. В итоге встала, приготовила завтрак, не знаю, дел очень много и желания делать там по дому что-то и вообще, но я так думаю, что, может быть, я еще лягу на пару часиков, выпью обезболивающее. Приготовила завтрак и поставила ноут, но я его сейчас перенесу на тумбочку, хотя у меня и на столе места достаточно. В общем, я сейчас позавтракаю и, может быть, просто посижу за ноутом, поработаю, а там уже и в себя приду. Просто я, пока завтрак готовила, ловила себя на мысли, что нужно полежать. Потом тоже были мысли, что может не ложиться. Но я, например, когда в кашу порезала сосиски, я положила вот сюда их, понимаете? То есть вот как-то так. По итогу я запустила стиральную машинку, я не спеша попила кофейку и, в общем, поняла, нет, я не буду ложиться спать, хотя, казалось бы, я могу позволить себе любой режим. Сейчас я возьму лейку и буду поливать цветы. Взяла полироль Золушка, она мне очень нравится, и сейчас я протру здесь везде пыль. А то мы еще тут с подружкой пировали, вон видите, от бокалов след. Пыль я протерла. Здесь вот еще цветочки, которые у меня, лиана там. У меня прищепки есть, я приколола. Хотя я думаю, что нужно еще несколько прищепочек приобрести. Как несколько, набор, просто он у меня был. Вообще, потом, наверное, надо будет, в принципе, здесь все еще раз разобрать, потому что вот эта лиана или что это такое, так растет, что... Да вон даже этот бамбук обрезали, и уже, пожалуйста. Так что надо будет этим заняться, чтобы ничего здесь не переломалось. Потому что я вот так вот стала смотреть. Ой, и, кстати, да, пока еще погода хорошая, я хочу все-таки здесь рамы покрасить. И, наверное, надо сделать уплотнители тут. В общем, займусь. Надеюсь, что займусь. Так, белье постиралось, поэтому сейчас раскладываю сушилку. На балконе я никак не поменяю веревки на сушилке, да и здесь, честно говоря, мне намного удобнее. Тут в основном белье, которое я прокипятила, в прошлый раз показывала и рассказывала. Я где-то раз в 3 месяца, раз в полгода, бывает, кухонные тряпки могу таким образом освежить, а тут заодно еще и полотенца. Потому что таких вещей, которые нужно прокипятить, их крайне мало, прям очень мало, соответственно, гонять машинку нет никакого смысла на высокой температуре. Я лично не вижу в этом надобности, да и странно как-то 2-3 тряпки стирать. Тот комплект, который я сейчас вешала, полотенце большое и маленькое, я его кипятила. И я сейчас решила посмотреть, у меня же 2 комплекта, и вот посмотрела, что этот тоже с какими-то пятнами, потому что, голову вытирала, волосы, когда мыла, волосы все-таки окрашены,
Поэтому, поскольку мне все равно сейчас запускать стиралку, я решила часочек прокипятить и потом уже со светлым постирать. Ну вот. Ну а теперь помыть посуду. Ну тут ее всего ничего. Чисто после завтрака. Еще вот образовалась маленькая сковородка. Кружку помыла, с которой вчера ходила гулять. Сухую посуду убираю. Смотрю параллельно видосики. Так, вот у меня еще сколько посуды. То, что волосы красила. Вот, кстати, кисточку не помню, куда дела. Она у меня явно не одна, разных размеров. Ну и саму раковину помыть. Обязательно. Так, остатки жидкости для мытья посуды выливаю. Ну, это, кстати, жидкое мыло вообще. С ароматом ромашки. Очень мне нравится. Мне нужно было поехать по делам, и потом я решила погулять на ЦСКА. Ехать я решила через Белорусскую, хотела доехать до Динамо, выйти на улицу и уже идти гулять. Потом подумала, может, через Новослободскую. В итоге на Белорусской зазевалась, переход не сделала и вышла на улицу. Но это к лучшему, значит, действительно до Новослободской и дальше. Вообще очень интересно. Тут прям такая разнообразная архитектура. Так вот, например. И вот так. Тут вообще совершенно все такое разнообразное. Или вот здесь, например, разница. Решила немножко вам поснимать, потому что все-таки здесь я очень редко хожу. Уже скоро подойду к Динамо. Надо же, как быстро идет стройка. Вот когда я тут гуляла, по-моему, в начале лета, тут еще только все строилось. Ну, по крайней мере, вот этого еще не было. А тут, смотрите, уже освещение внутри и так далее. Прикольно. Я уже наматываю круги в любимом парке. Тут, конечно, красота, но надо бы уже брать с собой перчатки. Сейчас присела отдохнуть, там, где обычно я люблю ужинать. Но, например, этим летом, я только, по-моему, 1 или 2 раза здесь перекусывала, потому что, знаете, с другой стороны, а зато много раз в Питер ездила, и вообще как бы было много других радостей. Посмотрите, какая красота. Потрясающий вид. Я еще вот так вот покажу. Прелесть же. Со всех сторон красота. У меня тут термос. Ну и, конечно же, на любимых качелях покачаться. Это обязательно. Сейчас уже достаточно холодно, поэтому качели частенько свободны. Особенно вечером. В большом количестве появились новогодние товары, все раньше и раньше выкладывают. Красные, конечно,
Ну, это здорово, но вот мне этот цвет не очень приносит удачу, знаете. А вот синий, это, ну, это вообще красота. Уже елки, елочные игрушки. В общем, все-все к Новому году, всякий декор и одежда. Ну, с одной стороны, конечно, все раньше и раньше, с другой, это дает возможность людям, наверное, как-то подготовиться. Ну, всяко сейчас все недешево стоит, а там в октябре, в ноябре, в декабре по чуть-чуть можно покупать. Пижама классная, вот такую бы в синюю клетку, а вот синий не очень интересно. Я уже дома, сейчас покажу свои покупки, но это не все я выложила. Вот эти специи плюс, ну, для выпечки, да, товары, они стоят от 3 до 7 где-то рублей, ну или что-то, по-моему, 12 для выпечки, я уже не помню, что именно. Абсолютно все, что здесь вы видите из этих пакетиков, я брала и, в принципе, могу похвалить и порекомендовать. Единственное только что, вот ванильный сахар от марки «Каждый день», вы знаете, он неплохой, он не испортит выпечку, но больше всего мне нравится в красной упаковке «Хаас». Разница вот какая. Вообще сегодня он там тоже был, и я ехала за ним, но почему-то взяла на автомате вот это. Тут покрутила в руках. Разница в цене у них прям вот реально незначительная, какая-то копеечная. Ну, не больше рубля, это как бы вообще не критично ни разу. Я не знаю почему. Но в чем разница? Вот, например, когда я пеку манник, я добавляю ванильный сахар. И если я добавляю вот этот ванильный сахар, то, ну, я как бы, знаете, ощущение, что я принюхиваюсь. И вроде сначала ощущаю аромат, а потом нет. А потом уже, когда вот иду гулять, возвращаюсь в квартиру и понимаю, что да, ванилью пахнет. А вот Хаас, к нему принюхаться невозможно, он всегда пахнет. Очень ярко. Так что, конечно, лучше тот, и в следующий раз я его и возьму. Может быть, даже нужно было уже сейчас брать, потому что потом вот будут ближе к праздникам проблемы с этим, как всегда. Но этот тоже очень даже неплохой. Ну, разрыхлитель хороший, дрожжи прекрасные, хотя когда-то, если кто-то помнит, я их ругала, потому что очень давно я их взяла, мне они не понравились. Но прошло время, у них же бывает производитель сменяется, и я решила попробовать, оказалось уже все замечательно. И вот с тех пор несколько лет вроде как приобретаю, никаких претензий, ни разу выпечка, там тесто не было испорчено, просто супер. Теперь по приправам. Петрушка, укроп, базилик беру всегда. Какое-то время назад, кратковременный, у них был косяк с базиликом, то есть я всегда его хвалила, потом какая-то партия мне не понравилась. Но сейчас вроде ситуация выправилась, так что нормально. Ну а петрушку, укроп, там никаких вообще проблем не было. А дальше, приправу для картофеля я взяла 1 пакетик. Ну, потому что я к картошке отношусь хорошо, это, в принципе, диетический продукт, особенно если его не жарить. Но я не так часто прям в чистом виде ем, но приправа хорошая, можно взять. А для курицы, ну, тоже взяла 1 пакетик, но она хорошая. В тот раз на пробу я брала приправу для супа и сказала, что если понравится, возьму еще. И да, могу сказать, что мне очень понравилась эта приправа. Состав у этой приправы: морковь, петрушка, сельдерей, кориандр, укроп, базилик, лавровый лист, майоран, паприка, черный перец и куркума. Вот. 110 калорий на 100 грамм. Приправа для картофеля: соль, паприка, петрушка, укроп, ну там тоже соль, в общем-то, лук, чеснок, кориандр, куркума, тмин, красный молотый перец. 126 калорий на 100 грамм. Приправа для курицы: соль, кориандр, куркума, паприка, корица молотая, кумин зира молотый, укроп, чеснок. 160 калорий на 100 грамм. Единственное, что, знаете, вот у марки «Каждый день» есть приправа для плова. В целом она неплохая, но также ашан с птичкой
тоже приправа для плова, она немножко подороже. И вот она мне нравится больше. Поэтому, если будете выбирать, лучше купите именно с птичкой. Так, ну, ванилин от марки «Каждый день» нет. Ну, по крайней мере, я не видела. Беру вот такой. Ну, или какой придется. Вообще нареканий нет. В принципе, марка вот эта с птичкой хорошая. Дальше пакеты для мусора. 30 литров и 10 литров. Качество у пакетов хорошее, достойное. Беру давно. Аналогичные пакеты, например, Fix Price, мне не понравились. Они как труха, а эти могу посоветовать. Ну, понятное дело, если вы там колющие, режущие положите или набьете прям под завязку чем-то тяжелым, может он и порвется. А в целом очень хорошие мешки. Вот эти большие стоят 14 с копейками, вот эти 9 с копейками. Дальше купила кетчуп от марки «Каждый день». Очень хороший кетчуп, стоит то ли, по-моему, 27 или 28 рублей за 250 грамм. Очень хороший, не первый раз уже беру. Вот такое вот Гудберг масло сливочное, 10 грамм. Оно вообще стоит, это порция разовая. Правда, мне хватает на 2 раза и стоит 12 чем-то, но сегодня была акция 9,99. Я взяла одну упаковочку, потому что мне ее, во-первых, на 2 раза хватит, во-вторых, ну, пока я даже есть не собираюсь. Я масло, как вы знаете, не очень-то люблю, но иногда пробирает. Так что, ну, вот когда захочется, один бутерброд вполне можно съесть. Дальше маргарин сливочник, он 27 или 28 рублей за 150 грамм. Я его беру не первый раз, и так как я пеку много, я вам могу сказать, что этот маргарин ни разу не испортил никакую выпечку, вообще просто идеально. Мне нравится. Ну, состав как бы, ну, может быть, не самый лучший, но и не самый прям плохой, как бы обычный для наших дней. Сахар килограмм. Ну, опять же, беру для выпечки, потому что в чистом виде я использую сахар редко. Только если, допустим, простудилась, пью чай с лимоном, тогда да. Во всех остальных случаях сахар я употребляю в виде, там, ну, в общем, когда пеку что-то или там варенье варю. Как раз-таки вот купила килограмм, 60 рублей 90 копеек. Лук. Лук в Ашане хороший, но я беру понемножку. Стоит он 699 рублей 99 копеек за килограмм. У меня на 21 рубль. Морковка по 14 с копейками, взяла немного. Ну, она как бы, я обычно беру не мытую, но, знаете, тоже стараюсь смотреть, чтобы там земли не было слишком много. Одно дело она грязная, другое дело там прям комья, да. Так, что здесь еще? Сосиски. Ну, сосиски вы видите частенько. Они супер дешевые, но вполне приличные. Но они, я могу их только посоветовать в качестве наполнителя. В кашу или в суп, когда вот порезали, они имеют очень нежный аромат, они вполне себе. Но если вы хотите в чистом виде поесть, лучше купить подороже. Я вот всегда так делаю. В чистом виде ем редко, но если захотелось, покупаю дороже. Я делала также сосиски в тесте. Скажем так, это не так хорошо, как в каше, но и не так плохо, как в чистом виде. Хотя в чистом виде их тоже можно съесть, но у более дорогих консистенция более такая приятная, там еще что-то. Поэтому вот такие только в наполнитель. Суп, каша, там идеально зайдет. Еще купила по 17 рублей вот такую тряпку. Значит, это тряпка для уборки 50 на 60, 100% хлопок, 17 с копейками. Тут написано, даже гладить можно. Фантастика. Получается, что да, гладить можно на двойке. Ну, гладить я уж точно не собираюсь. Я, как правило, такие тряпки меняю один раз в месяц. Они просто прекрасные. Вот
в ленте брала, они более большие, тяжелые, а это легко воду набирает, легко отжимается, хорошо моет полы. Шикарная просто. Следующие покупки, значит, это хлеб. Хлеб дарницкий, как я люблю. Я иногда беру нарезку, иногда просто буханку. Мне, в общем, несложно нарезать. Но в этот раз как бы не нарезанный стоил 20 рублей. Ну, собственно, я его изначально и взяла. Вообще, хлеб отличный, он очень вкусный, у него хороший состав. Но потом я посмотрела по уценке хлеб, а я так делаю часто, беру 18 чем-то, ну, думаю, ну и прекрасно, нарезанный еще лучше. Хотя, честно сказать, когда я, например, сама отрезаю, у меня хлеб практически прозрачный, вот, потому что я как бы его мало ем. Ну, в общем, взяла. Дальше стебель сельдерея. 50 чем-то рублей, цена отличная, я очень довольна. Дальше огурцы взяла. Килограмм 69,90. Я на 63 рубля 61 копейку взяла. Яблоки. Яблоки 50 рублей с копейками за килограмм. Они как бы уже фасованные. Ну, у меня кило с чем-то. Я, честно говоря, на тот момент была такая уставшая. Обычно я выбираю, а тут схватила пакет и пошла. Да, еще так посмотрела, думаю, килограмм, отлично, больше вроде и не надо. Потом уже пришла домой, понимаю, что они достаточно крупные. То есть мне, например, на день лучше будет там половинку съесть. Так бы, конечно, я бы лучше взяла побольше даже, но помельче. Но в целом они очень хорошие. Я пришла как раз, хотела есть, съела яблоко, вообще замечательное. Они, правда, немножко вот, ну, понятно, что это как бы фасованные. Они могут быть вообще разных сортов. Но вот эти жестковатые, но по вкусу очень классные. В тот раз были такие мелкие, мягкие, но и тоже вкусные. Так, и еще сейчас покажу свою покупку. Я взяла котлеты. Такие, ну, в общем, они из куриного мяса. Здесь 480 грамм, они охлажденные. И в Ашане, по крайней мере, вот в авиапарке, всегда есть, ну, они пишут чаще всего уценкой, делают специальный желтый ценник, либо, ну, просто ярко пишут скидка. Это значит, что до срока годности остался 1-2 дня. Вот, но в этом, по крайней мере, Ашане точно никогда в жизни не бывает именно просрочки, чего-то порченного. Они за этим следят. И я, как и многие люди, всегда такие акции не пропускаю, потому что у меня большая морозилка, а срок годности указан именно для охлажденного продукта. Поэтому очень важно, когда покупаете, чтобы этот срок не вышел. Вот это самое важное. А сегодня я все это заморожу, и срок увеличится годности. Значит, а вот упаковка таких котлет стоила 49 рублей с копейками. Ну, вообще просто шикарно. Я вытащу их из упаковки, разрежу пополам и отдельно заверну там в пакет, например, ну, как-то так. Потому что сама иногда я могу поесть мясо, то есть я не противница, как я уже говорила. Но в основном там и любимый приедет. Ну, а что, замечательные котлеты. Их, в общем-то, разбирали весьма неплохо. И та же тема с фаршем. Написано фарш обыкновенный. Ну, у меня, честно говоря, фарша много. По полной цене я брать бы его не стала, потому что у меня упаковок 10 из магазина «Верный» лежит. Но за 38 рублей 44 копейки я взяла. То же самое заморожу, и прекрасно. Сейчас буду умываться, сделаю омолаживающую маску от баньки Агафья, она очень хорошая. У меня, кстати, заканчивается крем от фабрики Свобода Карина. В Ашане его просто нет. Даже ценника нет. Видимо, решили не брать, я уж не знаю, в чем прикол. Стоил он 35 сначала, потом 40 рублей. Ну, в общем, шикарный крем. Вы знаете, что я уже года 3 пользуюсь им, и мне просто идеально подходит.
У меня были запасы крема достаточно большие, потом они закончились. Я вот перед поездкой в Питер, то есть в конце августа или в самом начале сентября, да, в самом начале сентября его купила. Вот сейчас он у меня заканчивается, в Ашане нет. Но я думаю, я посмотрю на Валбересе. Что вы думаете? Ну, крем 39 грамм. Фабрика Свободы. Да, он классный. Тюбик у него металлический, советский. Как вы думаете? Ценник 186 рублей. Нет, конечно, крем классный, я не спорю. То есть он может быть даже получше, чем какие-то дорогие варианты, потому что у меня вот полно пробников всяких разных, там Клоранс, еще что-то, Сефара. Но 186 рублей это что-то какой-то перебор. Особенно, знаете, если в пробнике иной раз по 10 миллилитров там крема дают, а тут 39 грамм. Что-то, ну, на Валбересе вы знаете, да, бывает так, что в обычном магазине маска тканевая стоит 100 рублей, а то и меньше, бывает и 50, а они по 450 за штуку. Такое, видимо, бывает. Ну, вот я сегодня на это нарвалась, другие варианты меня, ну, я не знаю, как бы. Ладно, пока у меня есть этот крем, есть куча пробников, я сейчас поищу. В принципе, если я знала, я могла бы, наверное, то же самое купить в магазине при фабрике Свобода. Как раз-таки недалеко от Ашана. Ну как, метро Полежаевская, в общем, он есть. Этот магазин, можно было туда зайти. Там было бы подороже, чем в Ашане, но нет, такая сумма. Ну, просто дичь какая-то. Я вообще в шоке просто. Вот. Ну и дальше сейчас нанесу как раз этот крем. И потом вот этот вот мухомор против крем от морщин нанесу под глаза. Хороший, в принципе, вроде как эффект. Но, по крайней мере, хуже кожи не стало. Ну а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мой инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. Уютной, теплой осени. До скорой встречи. Пока-пока.